Всем здорово. Ну что, как и говорил, начнем первую часть восстановления. Пришли некоторые запчасти на него. Сделаем сегодня первую ТОшку. Заменим некоторые детальки. Особенно вот эту вот лапу. Пришел новый руль. Сейчас, в общем, покажу, что имеется. В общем, показываю по каждому. Если что-то интересно, пишите в комментариях, я вам просто скину артикул. Взял такой вот, миска получается с магнитами для ремонта, чтобы там запчасти не улетали, ничего. В общем, удобно, потому что потом ищешь в траве, это все не совсем приятно. Дальше новая лапа, достаточно хорошая. Руль понятно, фильтр воздушный. Дальше шланги красные, получается, тоже заменим. Топливный. Хомуты. Вот такой вот топливный. Кстати, интересный формат вообще. Это обслуживаемый фильтр. Ну, уже раскручивать не буду. Если кому-то интересно, там я скину. Дальше свеча. Тоже NGK. Посмотрим, что стоит, еще неизвестно. Потом у нас идет защитный чехол для фильтра. Атом, по-моему. Дальше черный шланг. Его нужно будет провести от карбюратора. Потому что когда я откручивал гайку, 2 оборота, там течет бенз сразу на движок, а нужно пропустить, в общем, вниз, чтобы сливало. Потом наклейки различные, там тоже покажу, если интересно. Дальше такой вот лючок. Я уже померил его, короче, не судьба, в общем, встать. Казалось бы. По размерам все измерил, все должно было идеально подойти. Но по итогу он накручивается, но с диким, натягом. В общем, придется сдавать его обратно и заказывать такой же, но по диаметру больше. Потому что здесь он ссытся, а здесь нормально. Но все равно. В общем, такие дела. Ну что, первым примерим руль. Но я уже сегодня его не поставлю, я забыл грипсы забрать. Не хочу двойную работу делать, чтобы потом обратно их ставить. В общем, тот, кто помнит, кривой, думаю, видно. Правая сторона вообще вперед, рука постоянно вытянута. Вот. Ну и вот этот по стилю, я думаю, очень даже неплохой будет. Как-то вот так вот, наверное, встанет. Собственно, вот такие вот наклеечки пришли. БРЗшные. Прикольно выглядит, все блестит. Камера не передает, но они полностью, как и на раме установлены. Вот. Стоит тоже недорого. Сколько это рублей, наверное, 350-400, если на российские. Короче, кому-то интересно, там будет, пишите, я оставлю артикулы из такого. В общем, что, начнем с самого простого. Поставим новую лапу и дальше уже посмотрим разницу между переключениями. Вот состояние до этой лапы, я думаю, видно. Она, во-первых, смята, во-вторых, вся разболтана. Там примята, механизм разбит. Тоже люфтит. Постоянно на переключениях бывает затуп. Получается, она либо боком становится, либо еще что-то. Поэтому сейчас мы ее сменим. И поставим, посмотрим, насколько будет заметная разница между этим. Итак, погнали. Ничего сложного нету. Голова на 8. Единственный момент, она откручивается в обратную сторону. Поэтому учитывайте этот нюанс. Ну вот, что в принципе предсказуемо, достается она с натягом. Походу подзастряла. Ну, вот, в таком состоянии. Ну, в принципе, вроде вал не сточила, не знаю. Сейчас посмотрим, если будет люфтить новая педаль, то надо будет, может быть, потом менять уже сам вал. Ну, собственно, результат. Никакого люфта, ну и там единственный вал, и то там минимальный, понятно. Ничего нигде не натирает, идеально. Единственное, я поменял болт под этот, взял такой же старый, как был, потому что вот этот шел в комплекте. Ну, не хочу, у меня плохой опыт с такими головами. Не самое удачное, скажем так. Вот, и все, и получается, я выставил угол. Кстати, спецы, кто шарит, раньше был угол примерно вот такой, ниже. И было неудобно ногу засовывать. Понятно, там в этих мотоботах одни ощущения, в обычной обуви другие. Но в первую очередь интересует еще удобство, чтобы постоянно не подлазить этим носом.
Вот, сейчас вообще удобно. То есть нога стоит ровно, и если надо, как бы подкинул. Соответственно, так еще удобнее. В принципе, сейчас проверим, как щелкает передач. Да, я думаю, что показывать. Кто шарит, тот шарит. Все шикарно. Четко, с первого раза. До этого вообще не щелкались. Поэтому продолжим дальше. Скорее всего, в следующем будем менять фильтр. Поменяю этот шланг. Ну и поставим уже более под стиль. И заодно обслужим. Потому что неизвестно, что там вообще находится, в каком состоянии, когда это было вменено. Кто в теме, подскажите еще, правильно ли он установлен. Потому что до этого он был низко и было неудобно. Но сейчас, как бы, я думаю, правильно. С учетом того, что мотобот как бы больше, да, ботинка. И, следовательно, нога сразу идет на верхнее переключение, что удобно. Ну и вниз поднять. Я так понимаю, это правильно. Если нет, поправьте, потому что я до конца не понимаю. Ну, в плане удобства это точно удобнее. А как на деле, как правильно, я уже не знаю. В общем, решил я попробовать второй вариант. Еще раз открутил, поставил угол чуть ниже. Было вот примерно ровно, вот так она стояла пропорционально. Сейчас она чуть ниже. Сейчас удобнее, прям если сидеть, ботинок ниже, и сразу ближе получается расстояние до этого. Меньше усилий нужно делать. Поэтому интересен ваш совет по этому поводу, потому что я в этом не разбираюсь. Чисто на интуитивном уровне. Я думаю, вот так она и стояла изначально. Так она, в принципе, и должна быть. В общем, проехался. Первое впечатление офигенное. Четко передачи включаются без всяких лишних затопов. Единственное, почему-то нейтралка стала как-то посложнее ловиться. Но не знаю, с этим связано или не с этим, но угол шикарный. Очень удобно переключаться, все близко, понятно, никаких люфтов нет, ничего. Все достаточно туго, наверное, это надо смазать будет. Хотя я до конца не знаю, поэтому нормально. В общем, не знаю, видно нет, но очень долго отъебался, чтобы поставить этот шланг и закрепить его хомутом, потому что туда ничего не подлазит. Это вот как раз который к карбюратору. С той стороны мы когда винт крутим, отсюда выливается на движок. Ну вот его не было, но он, по идее, здесь должен стоять. Я вот думаю, как его теперь протянуть. Туда кинуть, так понимаю. Куда-то обычно сюда закидывают, и здесь где-то он там. Я думаю, видно, а может и не видно. Где-то вот там выводят обычно вниз. Поэтому не знаю, правильно, неправильно, но нужно его как-то поставить. Этот, кстати, тоже не подошел. Шланг приехал меньше, чем надо. Поэтому с фильтром закончилась эпопея с выводом. Много времени, конечно, ушло. Протянул я его за маятник. Сейчас покажу, как установлено. Получается, он идет там, сюда. И вывод уже... Где этот шланг? Я не помню, как он называется. Который типа там топить нельзя якобы. И я вывел прям к нему сюда этот бензин. И все, теперь будет сливаться за двигатель. Ну, как и положено, в принципе. В общем, времени нет на следующий заказ. Попробую сейчас строительным феном нагреть и засунуть его. Он там чуть-чуть должен расшириться и зайдет. Но так он вообще никак не заходит. Ну что, легких путей мы не ищем. Фен сделал свое дело. Оделся отлично. Прям идеально. Все еще останется сделать то же самое с той стороны. Отрезать нужную длину. Я тут пока не понимаю, как бенз остановить, потому что тут-то понятно, краник ты перекроешь, но он-то идет дальше, получается. И как-то нужно этот момент учесть, чтобы туда поставить и сюда успеть тоже подрезать. Самая логичная идея пришла. Просто взять пятюшку, что-нибудь подставить, слить его окончательно с бака. Там бенза может литра 2, а может и больше, неизвестно. Поэтому не стал рисковать. Солью как есть и дальше уже спокойно посмотрю. Смогу ли я что запихнуть шланг или не смогу, непонятно. К такому жизнь не готовила. С одной стороны понятный диаметр, а с другой стороны он намного более расширенный. Не знаю, смогу ли я трубку разогреть до такой степени, чтобы туда зашло. Но хотелось бы сделать. Смотреться будет это очень офигенно. В целом готово. Пришлось помучиться, на улице мороз. Ну, все надежно. Тут было самое сложное засунуть, потому что вообще по размеру не подходило. А так выглядит офигенно.
поинтереснее, чем сток. Короче, ситуация СОС. Решила утром завести прогреть. Он завелся, все стояло на холостую, все было нормально, 2 минуты. И потом он заглох, и все, с того момента посадил я аккум в попытках его завести. Кикстартер не помог, с толкача тоже ничего. Думаю, ладно, подключу к машине. В машине маслал минут 30, наверное, пробовал его по-разному. Короче, нифига. Сейчас долез до свечи. Сейчас покажу. Вот такая вот свеча у него. Да, не увеличивает. Вот сейчас видно. Черное это. Ну, электрод вроде есть. Вот так видно. И кто-то взял конец пина, погнул, блядь. Ну, это вообще пиздец. Не знаю, как так можно было ставить. Благо, свеча новая есть. Тут еще отличие вон по этому, по номеру. Ну, это точно должен подходить моя, по крайней мере. Поэтому, возможно, поэтому он так плохо заводится. Изначально искра не очень. Чудо случилось. В принципе, свечка помогла. Завелся не сразу, но зато ровный газ. Все прекрасно. Сейчас соберу его. В общем, замену свечи я сделал, уже показывать не буду. Там все, в принципе, элементарно. После замены свечи разница, конечно, колоссальная. Несмотря на то, что она там, можно сказать, свежая с мая месяца. Ту почищу, выровню там этот конец. Я думаю, она будет как раз на запас, там на покатушке можно будет взять. Мало ли зальет. Сейчас тогда сниму пластик, достанем воздушный, покажу, какое его состояние, ну и поменяем заодно. Ну вот в таком состоянии фильтр, сквозные. Здесь весь поебанный. Ну, короче, потрепала его жизнь, скорее всего, очень сильно. Короче, заказал я от К5. Вот такой вот. Сейчас попробуем, но я надеюсь, что он, по крайней мере, они числятся все взаимозаменяемые. Попробуем сейчас его обработать и поставить. Смущает второй момент. Этот по размеру гораздо больше, чем вот этот. Хотя этот четко куплен под К5. Ну, в принципе, он на основе же К5 сделан, рама. Все там понятно. Здесь ощущение, что он просто не оригинальный. Короче, первый, наверное, подох. Кинули этот. Во-первых, он залазит с трудом, он прям по щелям максимально кое-как заходит. Этот, я надеюсь, будет идеально, потому что он ровно-ровно по этой идет. Надевать фильтр, конечно, еще то удовольствие. Ну, зашел вообще как оригинальный. Все четко. Единственное, даже вот уже здесь вот мелкий такой есть, как говорится. Растянул его немного. Но в целом все нормально. Сейчас я его сверху обработаю. Не знаю, не хочу я его, получается, изнутри там обрабатывать. Думаю, если нормально пропитать верхнюю часть, как везде, типа с обувью, верхнюю пропитываем, ну, естественно, края тоже, ну и поставим. Потому что, ну, я не вижу смысла прямо изнутри его тоже поливать. Хотя многие, конечно, так делают. Но не знаю, правильно, неправильно. Попробуем так. Все равно я его топить не буду, там, в харде, ничего такого. Какие-то лужи, грязь, мусор, я думаю, спокойно осядет сверху. Я так делал на этом, на триммере. Там все прекрасно тоже. Вот такую буду защиту использовать. Она недорогая, но достаточно эффективная. Хорошая замена лавра получается. Ну, проверено, по крайней мере, я уже не первый раз ее беру. Поэтому можно пробовать. Носить будем так тоже поверху. В пакет его не буду кидать, потому что он уже в каркасе. Сделаем пока так. По всем сторонам. Ну и потом уже руками просто размажем. Прикольно, он цветом сразу отдает. Сразу все эти ключевые моменты пройдем. В принципе, как краской выглядит. Ну и все, сейчас размажем. Я думаю, будет нормально. Метод, в принципе, простой. Надо вот так сделать. Полностью его промазать со всех сторон, чтобы он питался. Он весь такой влажный. Поэтому нормально. Я не думаю, что он там будет как-то пропускать. Здесь клапан у него ушел уже изначально хороший. Там сзади фиксируется и в середине. Плюс еще я 2 резинки сверху от того поставлю. И все, пропускать он не должен нигде. Где-то, конечно, говорят, что еще нужно герметосом проходить. По кантику, когда ставишь его. Но я в этом не шарю, поэтому, кто знает, тоже напишите, интересно. Как бы любой опыт интересен всегда, когда особенно не сталкивался. Ну, еще здесь надо обработать.
Все прогоняем, чтобы нигде ничего сухим не осталось. Ну и все. Тоже, кто шарит, какой стороной ставится. Ну, я предполагаю, вот так вот он ставится. Но, возможно, конечно, он ставится туда. Ну, просто так он заходит более плотнее. Вот именно этими черными. Поэтому, кто знает, тоже интересно будет. Тот вообще не засовывался по факту. Этот вообще он легко. Ну и по установке тоже ничего сложного. Сейчас он зашел шикарно просто. Тот был не очень, не заходил. Как бы постоянно там все надо было запихивать вручную. Здесь все как бы вот такие еще остались. Не знаю, хорошие. Ну хотя в принципе такая же резинка. Просто можно сверху еще придавить. Либо не знаю. Может бессмысленно. Просто кинуть его и все. Через этот. Ну и все. Советую заранее, получается, этим шурупом пройти насквозь, там правильно вставить, потому что так словить его на ощупь практически нереально. Единственное, что напрягает, это вот, блядь, постоянно крутить. Как бы, может быть, есть какая-то тема, что можно через шурик быстренько это закручивать. Потому что так постоянно лазить, конечно, не очень хорошо. Ну и вот эти щели, я не знаю, насколько это критично, насколько он может пропускать через них. Тоже интересно. Кто знает, по этой теме будет очень полезно. Фильтр-то поставил, собирался уже закручивать, но самое главное вспомнил, блядь, шапка ж к нему еще есть. Надо ее сейчас натянуть и уже тогда поставить. Кому интересно, вот так выглядит шапка Atom. Прикольная, очень качественная. Ничего нигде не растянулось. Все шикарно. Ну и все в таком виде. Можно и оставить будет, наверное, до весны как минимум. Так, все выглядит уже установлено. Ну, в принципе, плотно. И здесь все достаточно уже более герметично. Поэтому я надеюсь, она нормально прослужит еще. Размеры, может, кому-то будет актуально. Я думаю, видно 120 на 290. Так, ну что, пробуем завести. В принципе, мотик собрал. Будем пробовать без сцепления. Как часики. Дошли руки поменять руль. Сейчас все разберу. Сразу сменю грипсы. Пришли новые как раз таки. Но я думаю, руль этот будет очень хорошо смотреться. Это протапер. Если кому интересно, именно эта модель бывает двухцветовая. Красная и черная. Черный с красным. Вот такие грипсы решил взять. Они под одну раз самое то. Ну, скажем, такие зацепистые более-менее. Дальше пришел клапан шариком на крышку. Алюминиевый пока не подобрал, но еще пробую заказами. Ну и контрольку взял самую простую, чисто чтобы проводку потом пробить. Решил, значит, аккум убрать от мороза, получается, пока мод будет простаивать. Но тут оказался прикол. Короче, целая каша. Тут вся путаница в этих проводах. Вот так все закрыто, до аккума не долезть. Это ладно, блядь, какая-то гейская тема. Кто-то взял и вообще оторвал клемму для этого. Она была просто пропихана, получается, туда в минус. Не знаю, кто здесь ковырялся, но думаю, так быть не должно. Особенно то, что просто не долезть до аккума. Короче, походу, надо будет все перекладывать. Надо будет разбираться с этим. Но это уже будет в следующий раз. Пока сейчас все поснимаю. Заодно там надо будет смотреть, что с проводкой. Потому что фара ж не горит. Ну и задний постоянно, получается, горит стопак. Тоже, что мешает при заводке, он уже сразу расходует. Приехали еще ништяки. Надоел мне брызговик штатный. Решил я купить вот такой вот. Кому интересно размеры. Стоит 300 рублей России. На наши это десятка. В общем, копейки за таких два брызговика. Это реально огромный размер. Я думал, он будет намного меньше. Материал крутой. В общем, это вообще он еще не поездил. Можно считать, ничего такого, какого-то лайт, харда, ничего не было. В общем, закидывает все туда, цепь, в пружину. В общем, надо... Я хочу его полностью до-сюда расширить. Будет намного круче. Потом уже не будет хотя бы туда закидывать. Ну и потом его уже помыть целиком. Вот, это по таким моментам. Дальше сливная пробка максимальная. Что только есть с магнитом. Это бренд ИГП. В общем, у обычных где-то вот, наверное, до сюда такой выступ идет. А этот самый длинный. Ну и самый эффективный. По крайней мере, по советам. Очень хороший. Стоил тоже в районе 300 рублей. Может, даже чуть дороже.
Сейчас он подорожал и уже где-то почти 600 стоит. Суть такая, что сегодня поменяю масло наконец-таки. Заодно посмотрим, что там по стружке. Также пришли две крышки. Казалось бы, одинаковые, но нифига подобного. Их вообще изначально было 3. Даже немножко цвет отличается, думаю, на камере видно. Третий отказался, потому что одинаковый бренд пришел, хотя 2 раза дороже пришел. У них идут штатные, чтобы все знали. Все, что продаются с этими крышками, штатные вот эти вот клапаны, они идут без этого, без шарика. То есть это обычная ерунда. Шариком идет вот такой вот черный цвет, и там внутри он болтается. Но я потом поставлю его все равно. Поэтому сейчас будем примеривать, что подойдет. Все остальное на возврат. Ну что, пробуем. Интересно даже, придется ли еще искать или не придется. Начнем с самой большой, наверное. Выглядит она сразу офигенно. Ну, закусывает. Вот, пожалуйста, она уже не встала. Резьбу только испортит. Хотя кажется, вот, ну опять же, в принципе, одно и то же. Ну, не знаю. Попробуем мелкий. Ну, мелкий вообще на питбайк, походу, рассчитан. Он никак не становится даже, не закручивается толком. Да, к сожалению, на минус. Придется искать что-то похожее. Потому что я сюда даже не могу одеть этот клапан. Банально нет резьбы под него, ничего. Как у этих вон. У этих все грамотно. Вон пипка торчит, все, одеваешь, закрепляешь и все, ездишь. А это старая школа, похоже. Он еще, наверное, изначально идет со шлангом. То есть, если ломаешь, все, на выброс, короче. В общем, экстренное включение. Думал уже сдавать, получается, все. Но потом понял прикол, что глубина же у них разная, а вначале она заходит. Ну и решил уже штангелем на крайняк замерить, получается, сколько там по зубьям идет. В общем, этот ровно 49, оригинальный, а этот, получается, 49,5. Ну, я смотрю просто, что, ну, посадка, да, у него специфическая. У этого такая. И они все идут, в принципе, не глубокие. То есть, глубоких, как я понял, у них нету. Вот. Это одевается без проблем. Сейчас я уже понял. Вот она, чисто в таком формате. В общем, экстренное включение. Думал уже сдавать, получается, все. Но потом понял прикол, что глубина же у них разная, а вначале она заходит. Ну и решил уже штангелем на крайняк замерить, получается, сколько там по зубьям идет. В общем, этот ровно 49, оригинальный, а этот, получается, 49,5. Ну, я смотрю просто, что, ну, посадка, да, у него специфическая. Может, кому интересно, отрезал мини-шливкой уши хомута, чтобы засунуть его сюда, потому что так он торчит и полностью до конца не становится. Финальный вариант выглядит как-то так. Достаточно прикольно. Ничего тут не видно. Ровно встал полностью хомут туда. Все, сидит он мертво. Я думаю, с ним больше проблем не будет. Проверю я, естественно, сейчас на проливаемость, как вообще будет с клапаном. Но думаю, тоже все будет хорошо. Ну вот, наконец-таки красота. Ничего нигде не выливается. В баке там достаточно бенза. Короче, все прекрасно. Все-таки работает клапан. Так, ну что, процесс пошел. Набираем с емкости вот таким вот инструментом. Ну, чисто для лайтовой мойки подходит, но не более. Потом по нему еще обзор сниму. В общем, сейчас отобьем все это дерьмо. Покажу наглядно. Ну, чистить хорошо на самом деле. Запоминаем, как было до. Я думаю, видно разницу, да? Тут еще столько свободного места. Короче, сейчас я его сниму, я помыл зону щитка этого защитного. И, в общем, закроем, я думаю, полностью этот проем, чтобы уже ничего не попадало наверняка. Небольшое сравнение. Он еще оказался пробитый. Короче, но у него достаточно такой, скажем, массивный вид. Плотность намного больше. В общем, вот это тоньше, конечно, чем тот. Не знаю, насколько его хватит. Этот более гибкий.
этот такой более жесткий. Поэтому, конечно, была мысль сделать 2 слоя, но я сделаю в один, пока что посмотрю, насколько хватит. Если он будет сразу пробиваться, то куплю поплотнее и сделаю точно такой же широкий, но уже из плотного. Либо двойную. Но опять же, двойную будет сильно видно. Не знаю, в общем, сейчас подумаю. В общем, надо сейчас будет обдумать, сколько по расстоянию там по уступам сделать по краям. По итогу, что получилось? В общем, первоначально снял, понятно, этот, как трафарет использовал. Взял, думаю, ну давай надпись «Спорт» уберу. Отрезал ровно, ну вот как видно, да, там надпись. Отрезал под нее, все, то есть красиво, все классно. Но понимаю, что этот угол, где как раз таки дерьмом забрасывает, он открытый. Понял, что как бы, ну, нужно переделывать, хотя получилось достаточно неплохо. Тут он еще как бы не выставлен, ничего феном не было сделано. Думаю, ладно, начну с нуля. Взял второй, получается, сразу изначально с запасом, получается, я его взял. Где-то, наверное, так. В общем, ну, все по классике. То есть вырезаете сначала часть, чтобы у вас просто он встал. Дальше начинаете его подставлять, смотреть, то есть как он у вас встает. Продемонстрирую. Ну вот, допустим, мы сделали его, нам надо поставить. Выставляем, смотрим. Изначально он, конечно, как камень встает, все упирается, все везде мешает. Вот, я сразу понял, ну, то есть я делал новые дырки, вон, как видно, раз, вон были старые, где находились. Я сделал одну сюда, а одну выше. Все, то есть вопрос с забросом полностью закрыт с этой стороны. Дальше было самое неприятное, это феном надо было выставить углы так, чтобы он смотрел вниз, а не вот в колесо как-то вот подхватывал. Но при этом, да, все выставил, все отлично, все супер. Он закрывает действительно 90% всех забросов, которые могут быть от колеса. И там тоже с той стороны классный угол очень сделал. Тоже подумал, почему бы и нет. Но нюанс какой? У него есть вот этот эффект, то есть его слышно. И чтобы от него избавиться, я думаю, отсверлить внизу дырочку и протянуть хомут, получается, через эту ерунду, вот где я вижу. Вот, я думаю, видно. Протянуть там хомут, закрепить его, чтобы его просто не болтало, чтобы он был цельно, получается, с конструкцией. В общем, ну это пока мое предположение. Сейчас попробую. Думаю, что должно получиться. Потому что вообще идеальный на самом деле брызговик. Если бы он изначально такой шел, вот этого всего дерьма здесь бы просто бы не было никогда. Вот. Ну и понятно, что он не вечный, непонятно, сколько он отслужит. Ну, в любом случае, я потом сделаю по такой же форме еще один. Не проблема. Мне главное просто подтвердить, что эта теория работает. Да, возможно, там где-нибудь на харде, или я не знаю. Ну, я не планирую на харде катать. Может, какая-то ветка залетит, конечно, она упрется, но это дело можно исправить, не проблема. Ну, как и в любом другом случае. И в обычный может залететь. Самое главное, это сейчас закрепить так, чтобы он стоял и не двигался. Кстати, вот так он принял жестко форму. Вообще здесь все в камень. Прикольно. Можно сказать, даже как оригинал. Вот этого не видно, оно полностью скрывается за этой, за рамой. А тут все вообще шикарно. Даже лучше, чем в этом. У этого так и есть сопли. У этого отлично прям. Вот. Можно еще, конечно, заморочиться, но мне так не надо идеально. В общем, сейчас я сделаю дырку, протяну хомут черный, закреплю, посмотрим, в общем, что из этого выйдет, насколько это будет вообще работать. Ну и дальше уже сейчас по размерам расскажу тоже, чтобы, если что, имели в виду конкретно вот под БРЗ формат, сколько на сколько вышло. Итак, актуальные размеры, ширина. Думаю, видно, да? Дальше высота. Высота 36,5. Вот это если с верхнего края. Отсюда будет поменее. Ну, чтобы так понимали, у каждого угол свой. Я сделал такой, поэтому здесь 27. В общем, думаю, видно. Уже пройден тест-драйв. Засадил его нормально в канал. Во враге. Там все в глине. Можно посмотреть, все чистенько вообще. Ничего не заброшено вообще. А здесь вон все в глине.
Единственное, хомут получается белый, но у меня черного длинного не было. Я его, я так понимаю, к прогрессии замотал. Там получается там вот такое вот ухо. Вот так вот прошел хомутом, сделал 2 дырки здесь, снизу. И все, он теперь плотно, вообще мертво закреплен. Феном выгнал концы еще вниз. И теперь вообще идеально. Ничего не цепляет, никаких звуков не издает. В общем, шикарно. При этом защита полная, максимально. В общем, думаю, эксперимент удачный. Что использовал и как я уже показал. Кто хочет, себе может сделать. Да, кому интересно, вот так выглядит днем. Я думаю, все понятно и так в целом. Вот, я еще погонял на нем и вчера по грязи, и сегодня вообще не мылся, он ничего не засирает, как видно. Все чистенько, все отлично, даже чехлы не надо на пружину вешать. В общем, как-то вот так вот сбоку еще круче. Здесь он вообще защищает эту всю территорию, соответственно, сюда не закидывает. Поэтому пока что рекомендую. Действительно, очень даже удобно. Ну, если сломается, то придется, конечно, поискать пожестче вариант. Но по форме буду делать 100% точно так же. Нигде ничего не трет, пробовал, получается, и прыгал на нем тут по участку. Никаких проблем. Так, сейчас буду менять масло. В общем, буду заливать вот такое вот до весны. А дальше уже перейду на что-нибудь другое. Этот был с мотиком в подарок. Получается, замена идет у нас 18-й головой. По крайней мере, то, что из-под днища. Дальше уже разберемся. Ну и хочу поменять, естественно, сразу этот болт. Там грань, во-первых, счесана у этого болта. Этот, я думаю, будет получше. Ну и тем более по магниту он самый длинный идет в линейке. Ну да, маленькая капелька на пальце. Масло все чернющее. Подсними вот здесь. Как мы видим, стружка есть на этом. По итогу болт подошел. У него разные, получается, гайка. А так вот, кому интересно, М12 на 1.5. Вот. Ну, говорю, у него магнит крутой по сравнению со стоком. Я думаю, разница точно очевидна. Вот, даже их поставим вместе. Сейчас я покажу. Вот. То есть у всех в стандарте маленькие очень магниты. Но это и плюс, что большой магнит, он реально больше собирает, эффект от него больше. Тоже посмотрел, как лайфхак был. Я надеюсь, что он все-таки сработает. Потому что стружки было очень много на нем. Пока все убрал. Короче, сейчас... Я этого момента не знал, но, короче, когда снимаете, получается, пробку, в конце уже надо вот немножко попрыгать, чтобы остатки вытекли уже максимально. Иначе оно не все выходит. Вот только было. Для того, чтобы снять сетчатый фильтр, надо будет головка на 24. В общем, начинаем. У меня тут места хватает, но я видел, что у многих ситуация гораздо похуже. Блять, ну тут он, конечно, будто бы ни разу не залазился. Попробуем ВДшкой брызнуть. Брызгать буду этим. Это аналог ВДшки. Очень хороший. В общем, мало ли, его ни разу не снимали, неизвестно же. Поэтому пробуем. Так. Вот, сейчас посмотрим. Он поддался, поэтому не бойтесь. Но на всякий случай, конечно, рекомендую брызнуть, потому что кто его знает, что там. У многих места не хватает, и здесь вообще там впритык. Здесь, слава богу, на 175-м движке этой проблемы нету. Сейчас мы его сюда. Вот у нас еще остаточки. Там пружинка, поэтому аккуратно, чтобы нам ничего не потерять. Подставляем максимально. Все лишнее. Это фильтр грубой очистки. Поэтому в этих движках все просто максимально. Вынимаем пружинку. Все. Сеточка есть. Что у нас здесь? В принципе, да и не сказать, что она там грязная, да, он какая-то грязь есть. Вот.
Покажи, видно, не видно. Да, немного, наверное, стружки есть какой-то. Из такого, что на первый взгляд. Ну, сейчас почистим очистительным карбюратором. И будет красота. Ну и заодно это гнездо тоже нужно почистить тряпкой. Почистим нашу сетку. Сначала так, а потом ее обдадим уже. Да, наверное, все-таки есть стружка. Чувствуется, что шершаво кое-где. В общем, я думаю, так будет правильно. Вон даже внутри видно частицы. Вон. Я думаю, видно. Сейчас мы все это промоем, берем и закинем заново. Сначала вытягиваем, чем есть. Ну да, там внутри был кусок металлический какой-то. Поэтому обязательно эту тему нужно чистить. Есть ощущение, что никто сюда никогда не лазил. Потому что болт вообще не поддавался откручиванию. Уже жалко было ломать ключ. В общем, все вычищаем этим сначала предварительно. Будем вот таким. В принципе, он проверен уже у меня триммер, я его использовал. В общем, ничего мне не показалось, как закинуть все это сюда в тарелку. Ну да, там куски вот прям они вот здесь стоят. Я думаю, их видно, вон они уже плавают. И вот это самое главное. Тоже по краям почистим. Все полностью прочищаем. В общем, засовываем вот такой стороной фильтр, как он изначально и стоял. Главное его поставить ровно, чтобы он был без перекосов, без ничего. Руками, если что, он не наживляется, поэтому нужно сразу ключом. Ну, вот такая вот консистенция. Не знаю, насколько она хорошая. Мне кажется, она уже давно отработала свое. Тем более, там неизвестно, когда его меняли. В общем, у этого болта, получается, была 17-шка. У нового, который идет уже с длинным магнитом, идет 14-й. Так что имейте в виду. В общем, заливать буду литр, а так сюда нужно 1,2. У меня больше нету, плюс это еще на время, он не будет все равно кататься нигде. Так, для информации запоминаем 76,7 получается у нас часов. Пробег сейчас попробуем запустить. Так. С первого раза нормально холодный. Сейчас посмотрим. Поезжу, посмотрю потом разницу. В принципе, я думаю, на этом видео и будет закончено. Поэтому, если было интересно, ставьте лайк. Будет следующая серия чуть позже. Да, все работает прекрасно. Не знаю пока, тише, не тише. В целом также работает, абсолютно. Будет уже понятно там уже по сцеплению, по коробке, уже позже, со временем. Немного поездив, могу точно сказать по субъективным таким моментам. Коробка включается четко, реально четче намного, чем было до этого. По сцеплению не знаю, ну плюс-минус, оно не так плохо работало, поэтому нормально. Мотик стал вроде как чуть потише, тоже из таких немаловажных. Работает ровнее 100%, раньше работа была немножко, скажем так, другая. И из такого еще по разгону, мне кажется, он стал чуть порезвее. Ну, у него нет таких затупов, получается, сразу на переключение он, ну, можно сказать, максималочку выдает очень даже неплохо. Поэтому, думаю, оно точно того стоило, получается. Эта часть видео полностью закрывается. Буду уже остальное снимать там по допам и по прочему. В общем,
Поэтому, если было полезно, подписывайтесь. Буду рассказывать чисто как для себя уже.